Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Нас хлебом не корми, дай поработать. Тем более, разве удержишься, когда появились такие замечательные обрезки голубой и зеленой джинсы. И нашлись еще куски мебельной ткани. Держите меня семеро. Что делает рукодельницы, когда на них нападает вдохновение? Ясно дело, хватают ножницы и приступают к работе. Для начала приготовим основу. У меня нашлись куски плотной мебельной ткани. Поверх основы укладываем утеплитель. При работе за швейной машинкой очень важно, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся самодельным приставным столиком. В центр заготовки помещаем красивый лоскутик. Сегодня у меня треугольник, но это может быть и любой другой многогранник. И начинаем потихоньку обшивать его со всех сторон. Ничего заранее не выкраиваем, работаем с тем, что есть. Ткани плотные, упругие. Лучше сразу же прижимать их машинной строчкой. Сначала отстрачиваем деталь, потом прошиваем декоративным швом. Самое главное, не бойтесь шить. Делаем мы вещи утилитарные, которыми будем пользоваться каждый день в быту. А сегодняшние заготовки, знаете, я даже как-то стесняюсь сказать, чем именно мы будем на них сидеть. Это наша любимая техника крейзи. Ткани специально не подбираем. Что попалось под руку, то и шьем. Но знаете, заметила, что как-то на результат влияет наше настроение. Получается своеобразная цветотерапия. Все ткани у меня примерно одинаковой плотности. Шьем по основе. Все прекрасно, ровно ложится. Прошили деталь, отогнули, закрепили, прострочили еще раз. Потом ушли на свободное место. И так потихоньку заполняем всю заготовку. В конце можно прошить по краю.
Таким же образом из того же набора тканей готовим еще несколько деталей. Получилось у нас 4 заготовки. Цвет ткани похожий, но узоры везде разные. Обязательно проутюживаем наши детали, а затем подравниваем и обрезаем края. Смотрите, какая прелесть получилась. Размер 32 на 36 сантиметров. Эти детали прекрасно смотрятся вместе. Можно бейками соединить их между собой, и получится замечательный коврик или покрывало. Но мы пойдем другим путем. По краю пришьем широкую полоску ткани. Свободный край этой полоски сразу же обработаем двойной подгибкой. Дальше в эту подгибку вставим резинку или шнур. И вуаля! У нас готовы прекрасные чехлы, накидушки-сидушки на табуретке. Мило, красиво, тепло и душевно. И никому и в голову не придет рассматривать, ровно ли мы проложили строчки. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ищите меня на Бусти. Там самые лучшие мастер-классы в хорошем качестве и без рекламы. Присоединяйтесь к моим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Жду вас всех на платформе Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!